Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить аутфит из вселенной Киберпанк. Наконец-то вышла многострадальная игра Киберпанк 2077, и я в ней просто утонула. Даже несмотря на дикое количество багов, она мне очень нравится. Я вообще очень люблю жанр Киберпанк и в целом научную фантастику. Идея ОАКа в этом стиле зародилась у меня давным-давно, и пока сама кукла в стадии разработки, я решила отдельно сшить одежду. За основу моего аутфита возьму игровой стиль кич. Выкраиваю кроп-топ, не забывая добавлять несколько миллиметров на швы. Ткань подойдет абсолютно любая. Подшиваю края горловины, проймы и нижний край. После этого пришиваю застежку сзади. У меня это будет липучка. А затем сшиваю топ по бокам. Также я хочу его немного разнообразить. Есть у меня вот такая сетка. Она довольно жесткая и легко рвется, поэтому я сделаю из нее всего лишь накладки. Отрезаю полоску по ширине лямок топа. И мелкими неплотными стежками пришиваю ее к топу. Теперь выкраиваю детали штанов. Для этого я возьму тонкую плащевку. Она отлично впишется в этот стиль. Я хочу сделать нечто среднее между карго и джоггерами. Сначала сшиваю между собой передние детали. И, конечно же, я буду делать свои любимые отстрочки швов. Затем пришиваю по бокам задние детали. Отдельно сшиваю между собой нижние части штанин. И после этого пришиваю их к верхним частям. Вот таким образом. Отступив от края примерно 3 мм. Беру пояс. Его ширина зависит от ширины резинки или веревочки, которые вы в него будете продевать. Я возьму вот такую резинку, которую разрежу пополам. Складываю пояс вдоль и пришиваю его. Таким же образом пришиваю манжеты на штанины.
Декорировать мои джоггеры я буду карманами и висящими ремешками. Фронтальную часть карманов и их клапаны я выкраиваю из кожзама, для того, чтобы выделить их. А полоску для толщины выкраиваю из той же плащевки. Ну а в качестве ремней я возьму вот такие атласные ленты по 6,3 мм шириной. В данном случае лицевой стороной ремней будет не блестящая, а матовая плетеная. 3 стороны больших кармашков обшиваю полоской. После этого складываю карман по форме подарочного пакета. И пришиваю к штанине за противоположную стенку полоски. Второй кармашек поменьше я буду сразу пришивать за 3 стороны. Отрезаю 6 см ленты. Изогнув ее наизнанку клапаном, пришиваю клапаны над кармашками. Теперь нужно продеть веревочку или резинку в манжеты штанин. Закрепляю нитку на одном конце и продеваю иголку в манжет насквозь. Протягиваю резинку, придерживая другой край. Сшиваю между собой края штанины по изнанке. До линии ширинки. Резинку продеваю и в пояс. После этого зашиваю штаны. Дополнительно я хочу задекорировать ремни колечками. И пришью еще 2 широкие ленты к поясу, наподобие подтяжек. Теперь сошью куртку. Для нее я возьму вот такие кусочки кожзама. Основную часть выкраиваю из жемчужно-розового, а декоративные части из золотистого. Сперва сшиваю обе детали полочки. После этого отгибаю вставку и делаю по ее краю декоративную отстрочку. То же самое делаю с деталями спинки. А затем сшиваю спинку по центральному срезу и делаю отстрочки по обеим сторонам шва. И, как обычно, сшиваю передние и задние детали по плечевым скосам.
Теперь займусь рукавами. Для начала зашиваю выточки на плечевой части. Затем пришиваю оставшуюся верхнюю деталь рукава. А после пришиваю нижнюю деталь. И делаю отстрочку так же, как и у вставок полочек. Пришиваю и вторую сторону рукава. И если вам удобнее сначала вшить рукав в пройму, а уже потом зашивать его, можете делать и так. А я в этот раз просто хочу попробовать и показать еще один способ. Выворачиваю рукав на лицевую сторону. Для удобства вставляю в него подходящий по диаметру маркер. И делаю всю ту же отстрочку. В этот раз манжеты подгибать я не буду. Просто проложу строчку по краю, чтобы кожзам не растягивался. И уже теперь вставляю рукав в пройму. Совмещаю детали и пришиваю его. А затем сшиваю куртку по боковой линии. И здесь делать отстрочку я буду только по краю жилетки. Таким же образом пришиваю и второй рукав. Теперь воротник. У меня он будет составной. Сшиваю обе детали по 3 сторонам. Срезаю лишнюю ширину припусков и уголки. Выворачиваю. Делаю отстрочку всех сшитых краев. Для большей жесткости и для того, чтобы воротник не пузырился, прокладываю еще 2 строчки. После этого пришиваю воротник к горловине, сперва только за внешнюю его часть. А затем прошиваю насквозь декоративной отстрочкой. Теперь самое время пришить застежку. Выбирайте свой любимый вариант. Ну а я в этот раз не буду пришивать ее вообще, так как тут она не нужна. Поэтому просто подгибаю центральные припуски и делаю отстрочку.
И последним пришиваю пояс. Делаю это так же, как и воротник. Сначала за один край, а затем, вывернув, прострачиваю насквозь. На получившийся отступ можно пришить, например, кнопку. И вот такой аутфит в стиле кич у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Инстаграм с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!